Каждый из нас хочет жить в спокойствии и мире. Вот видел фильм «Варкрафт»? Это ж фэнтези. Наша фэнтези, она более серьезная. Убрать стражу из дома, оцепить квартал. Катсцен в игре будет очень много, будут несколько типов катсцен. Доблесть и честь – плохие союзники в раскрытии заговоров. Внешние дракончики выросли, стали более серьезными и взрослыми. И здесь делался, собственно, Ил-2 штурмовик. А теперь King's Bounty 2. К нам пришла война, и медлить нельзя. Всем привет! Ну что, соскучились? Лично я, да, на самом деле не собирался я вот так вот быстро на этой неделе выходить из летнего режима. Думал, все-таки подожду, когда игры пойдут. Но случилось, в общем-то, нечто необычное, неожиданное. И пришлось просто-таки срываться, ехать быстро снимать. Как видите, я нахожусь в таком месте с кучей историй. Так скажем, мы уже пошутили, что вот это вот кладбище игровой российской прессы. Но, кроме всего прочего, вот это здание, оно еще, в общем-то, в нем много историй. Мы приехали в 1С, который совсем недавно анонсировал, но еще не показал, покажет на следующей неделе на Gamescom, King's Bounty 2, продолжение легендарной русской игры. И в какой-то мере это вот ответ на давний-давний вопрос, где же наши игры, куда, в общем, делась российская игровая индустрия в привычном понимании, не в понимании мобилок, да, там, и браузерок. Так что лично мне не терпится узнать все подробности и попробовать игру, тем более, что, трейлер уже вызвал много радости и много вопросов, и много сомнений, и кто-то уже критикует, сейчас это вообще модно. Так что сейчас пойдем и узнаем все из первых, так сказать, рук. Здорово. Привет. Представься, расскажи, вот Витя у нас ходит. Денис Мальцев, продюсер 1С Entertainment. Entertainment. Да, собственно, расскажи, что тут происходит. Тут происходит разработка King's Bounty 2. Это, на самом деле, мы находимся в, можно сказать, исторических офисах. Да, офис исторический. Я был очень маленький, когда впервые, в общем-то, попал вот в этот особняк. И сюда я, собственно говоря, вот в этом помещении как раз работу начинал. Нет. Вру, здесь сидел Олег Медекс, а мы были через два open space. И здесь делался, собственно, Ил-2 штурмовик. Вот здесь делался Ил-2 штурмовик, да. А теперь King's Bounty 2. Скажи вообще, для большинства, людей в России игровая разработка, собственно, началась с 1С, и в какой-то момент она там же и закончилась. Что значит закончилась? Она продолжается. Продолжается. Что происходило в последние годы? В последние годы... Я правильно понимаю, после 2008 года все-таки было понимание, что с рынком задница? Некоторая заминка была, я бы так сказал, в разработке. Да, заминка. То есть ничего не кончалось. То есть были такие планы. Сейчас вот мы собрались несколько лет назад, начали делать все заново. То есть мы возродили серию Ил-2 штурмовик. Это вот Альберт Жильцов ее делал до того, как стал делать Калибр. Потом начали делать Калибр. Здесь мы вот в этом здании поэкспериментировали там с мобильными платформами, выпустили «Космические рейнджеры. Наследие». И сейчас решили продолжить, собственно говоря, возродить наш лучший IP King's Bounty, King's Bounty 2. Почему 2? Потому что, в принципе, все отзывы игроков по King's Bounty, они примерно такие: хватит выпускать аддона, дайте полноценную вторую часть. А почему это ваш лучший IP? Это, он самый продаваемый был или как? Среди всех игр 1С или что? Почему ты так сказал? Он самый известный среди, как бы это сказать, массовой аудитории. То есть Ил-2 прекрасный IP, но он нишевый. Дальнобойщики. Дальнобойщики, да, абсолютно прекрасные. В конечном итоге тоже нишевые. Космические рейнджеры прекрасная, нишевая. В тылу врага гениальная игра, нишевая. King's Bounty игра массовая. Мне кажется, нам сейчас перечислили все, что стоит ждать от 1С Entertainment в ближайшее время. Следите за нашими новостями. Смотри, трейлер вышел буквально вот вчера. Да. Собственно, позавчера. Мы сразу написали, приехали, игру вот только-только я посмотрел.
удивлен был вообще, как она выглядит. И, я так понимаю, люди в интернете тоже удивлены, и есть много вопросов. Давай сразу отвечай. Давай. Где Ктаури? Почему нету няшных дракончиков и говорящих царевн-лягушек? Значит, Ктаури в Калининграде. Дмитрий делает что-то свое сам. Да, он делает, а что-то про него столько лет не слышно. Но это лучше уточнять у него все-таки, что именно он делает. То есть что делает все-таки? Конечно, гений не может сидеть без дела. А насчет няшных дракончиков, значит, во-первых, почему оно не няшное? Мы долго думали, на самом деле долго думали и решили, что, в принципе, мы хотим немного реализма, при этом мы хотим, чтобы этот реализм был в фэнтези. Вот видел фильм «Варкрафт»? Это же фэнтези. Да. Реализм. Да. Вот мы хотим фэнтези-реализм. Это модно, дерзко, молодежно, современно. Каждый из нас хочет жить в спокойствии и мире. Жить без страха, трудиться и пожинать плоды своих трудов. Но покоя больше не будет. И вот, собственно, человек, который виноват в том, что King's Bounty выглядит не так, как многим хочется. Объясняй людям, почему выглядит не так, как хочется людям, которые помнят. У нас было много обсуждений на этот счет. С момента выхода оригинальной игры прошло достаточно много времени, когда взвешивали выбор стилистики игры. Сошлись на том, что люди, которые в нее играли, они повзрослели, и мы хотели это отразить, собственно, в самой игре. Потому что игра задумывается как более серьезный взрослый продукт, и пришлось в некотором роде уйти от исходной мультяшности. При этом мы все выросли на старой игре, то есть мы как бы прекрасно понимаем чувства игроков, которые с этим связаны. Наша команда изо всех сил старается сделать ее лучше, взрослее, серьезнее, интересней, как визуально, так и художественно. Дракончики куда делись? Няшные дракончики выросли, стали более серьезными и взрослыми. В принципе, я посмотрел, он выглядит здорово. То есть... Спасибо, я думаю, что всех порадует, что тебе понравилось. Я думаю, что, понятно, анимация и все остальное надо делать, но в плане visuals, вполне. На самом деле, то, что ты видел, это не все то качество, на которое мы рассчитываем. У нас огромные планы, которые выкладываются в сроки, то есть мы, я думаю, добьемся еще больше и более красивых результатов, чем ты видел сейчас. Современные технологии позволяют добиться фотореалистичной картинки, в принципе, довольно просто, без особенных затрат. Стилизованная картинка, наверное, да, хорошо, это ярко, красиво, мультяшно, но вопрос вкуса. А наши вкусы больше все-таки к реализму, чем к стилизованному. Я правильно понимаю, что это новая команда, абсолютно новая команда. Совершенно не связанная, и у вас свое видение, и по сути это перезапуск, двойка, это Да, это абсолютно новая команда. Это уже сейчас 65 человек только в команде в штате, аутсорсеров не считаем, и мы расширимся еще очень сильно. Это перезапуск, это история, которая не связана с историей, которая была рассказана в предыдущих играх серии. Что, в принципе, вполне логично, потому что если посмотреть на другие бренды, сама King's Bounty никак не связана с King's Bounty Ван Канегема. В героях несколько раз менялся мир. Не все знают, но King's Bounty — это франшиза, которая с 89-го или с 90-го? С 90-го года. 90-й или 91-й, да. Да, с 90-го года. И 1С в какой-то момент выкупил на нее права и сделал ту самую King's Bounty, да. которую... Дмитрий Гусаров сделал ту самую King's Bounty, а мы сейчас сделаем новую King's Bounty. Да. Так что это, можно сказать, в традициях серии. Я от принца Адриана. Что здесь происходит? Порученец принца? Значит, вот он какой, спаситель Ностри. Ладно, что покажешь, что у вас здесь? Пойдем. Как вообще все это выглядит? Собственно говоря, здесь у нас работают 3D-артисты, FX, аниматоры, 2D. У нас очень много. Концептеры сидят девочки. Там дальше персонажка. Арт-директора голова видна чуть-чуть. Там, где мы пришли, там программисты, а там, соответственно, в том углу катсцены как раз те самые. В отделе катсцен у нас сейчас, по-моему, 4 человека уже. 65 человек, ты говоришь, да? Да. Это не считая аутсорса и всего Это не остального? считая аутсорса. У нас уже очень много производится графического, звукового контента.
Ну, ты сам видел, какого он качества. Это все требует больших вложений сил, много людей работает. То есть, вот, собственно говоря, за графический контент отвечает вот этот вот Open Space, следующий. Вот все люди, которые сидят там, они занимаются исключительно моделями, текстурами, 2D-артом, анимациями, FX. И это только вершина айсберга. Есть еще очень много людей, которые работают с нами по контракту, не в штате, которые тоже все это делают. Замечательные парни, девчонки. Вся наша команда — это, по сути, люди, которые там, не мыслят свою жизнь без игр. То есть все играют в игры, активно, в разные игры. То есть не только там фэнтезийные игры. Кому-то нравятся фантастические игры, кому-то нравятся шутеры. То есть и вот все многообразие профессионалов, которые здесь собраны, люди, которые непосредственно этими играми болеют. Поэтому, я думаю, у нас получится качественный, хороший продукт. Так скажи, на что такие ресурсы-то тратятся? Что вы делаете? Ну, по факту, это все-таки уже не тот самый King Bounty, совершенно это не что-то в духе героев, это уже какой-то такой современный миксап между... Мы делаем, во-первых, ролевую игру. Когда говорят, что King's Bounty — это стратегия, я всегда начинаю волноваться, потому что, ну да, есть в King's Bounty тактические бои, но это не стратегия, это ролевая игра. Стратегия — это герои. Мы делаем ролевую игру. Мы делаем игру про наших персонажей, мы делаем игру про мир, про проблемы этого мира. И одна из задач игрока, одно из занятий игрока — это как раз бегать по миру, общаться с NPC, выслушивать их истории, принимать решения, помогать им или вредить им, или просто игнорировать. Мы рассказываем историю мира и историю персонажей. Я смотрю, у вас тут проблемы с пропитанием для беженцев. Ох, не то слово. Варю вот последнее, что осталось. Скажите, вы не планируете проезжать Риквиль? Как все-таки вся эта история будет выглядеть, насколько я понимаю, у вас там несколько героев. Несколько героев. Единая сюжетная линия или это разные? Сюжетная линия, общая сюжетная линия для всех героев одна. Она отличается нюансами, которые вызваны бэкграундом героя. То есть у всех у них разное происхождение, у всех у них там разный личный опыт. Герои, другие герои будут присутствовать в мире как NPC при каждом прохождении. То есть можно будет им помочь в каких-то их локальных историях. В принципе, нам нужны несколько героев, наверное, потому что это традиция для игр серии. То есть это разные классы, это разные персонажи, и, в принципе, надо иметь выбор. Ну давай, иди сюда, костлявый! Сейчас пока можно поиграть только за одного героя, который такой воин, заточен на силовое решение проблем. Будет у нас маг и, соответственно, средний между магом и воином. То есть, все как в каноне. Так кому ты служишь? Отвечай. Никому. Знаешь Дюпона, богатого щеголя, завсегдатая салона Дагиян. Я задолжал ему огромную сумму. Проигрался в карты, как дурак. Думал, отделаюсь. Как оказалось, парень не так прост, как кажется. Ему есть чем угрожать. И насколько вот этот большой мир, в котором мы шляемся... Вот то, что реализовано сейчас, в километрах сказать затрудняюсь. Не, километры, в играх, можно сказать, других. По ощущениям это как? По ощущениям, вот на текущей территории мы планируем сделать, примерно 20-25 часов контента для прохождения. И правильно я понимаю, что это все-таки, как в РПГ, мы делаем выбор, что-то ветвится? Основное и очень важное отличие в том, что мы делаем выбор не выбирая строчку в диалогу, у нас вообще нет этого функционала, совершая какие-то поступки непосредственно в мире. То есть диалог с NPC — это у нас фактически брифинг, то есть NPC рассказывает какую-то историю, в журнал заносится запись, что вот я вот поговорил с таким-то вот Иваном Ивановичем, у него проблема такая-то. Варианты решения такие, то есть, соответственно, герой идет, решает эту проблему одним из доступных вариантов или находит свой собственный вариант, который никуда не записан, так тоже может быть. Это влияет на характер героя, то есть на его моральные идеалы. Моральные идеалы, в свою очередь, влияют на то, какие NPC с большей охотой с ним разговаривают, какие с меньшей, какие войска с большей радостью у него служат, какие с меньшей радостью у него служат. Какие-то сюжетные ветки закрываются, какие-то открываются. Но основное отличие в том, что
мы ничего не выбираем в диалоге, мы все выбираем в геймплее. Убрать стражу из дома, оцепить квартал, перевернуть все вверх дном, любые улики передавать сразу мне. Гораций рыцарь доблестный, но доблесть и честь — плохие союзники в раскрытии заговоров. Вы нашли кое-что в подвале дома. Если желаете выследить своих тайных врагов, лучше передать эту улику нам. И в качестве боевой части у нас не аркадные там телодвижения, которые привычны для игр с видом от третьего лица, мы все-таки сохранили тактические бои. Тактические бои мы решили изменить, то есть, опять-таки, это идет отчасти и от того, что мы выбрали реалистичный стиль. Мы не можем, на самом деле, больше сохранять абстрактную шахматную фигурку с циферкой, да, вот там 100 скелетов лучников. У нас отрядок из настоящих живых бойцов, будь это там люди, тролли, гоблины, эльфы. Они живые, настоящие, у них уникальные лица, у нас есть генератор лиц. И когда ты играешь, и ты теряешь своего бойца, ты теряешь именно бойца. Это не статистика. То есть мы очень сильно хотим сделать игру, которая будет вызывать хороший эмоциональный отклик у игрока. Потому что, в принципе, вот наша медиа игровая, она сильна именно тем, что мы можем достучаться до игрока, мы можем вызвать этот эмоциональный отклик, и более того, игрок вызывает его сам, своими действиями. Ни кино, ни театр, ни книга такого не позволяют. Что тебе? Немедленно отпусти девушку, пока у тебя не начались крупные неприятности. А с чего бы это им начинаться? Такой уж я человек. Стоит мне прийти, и неприятности начинаются. Вот это я понимаю. Настоящий мужской разговор. Короче, из того, что я видел, как в общем-то, это играется. На самом деле, вот у нас раньше была огромная карта, так, где мы бегали, собирали ресурсы, нанимали воинов себе. Теперь у нас есть, такой action-adventure, да, в третьего лица, где мы с плеча смотрим, как бы бегаем. И все то же самое, ресурсы мы теперь находим просто в каких-то сундуках, каких-то там ящиках, тайниках. Очень похож, только форма выглядит это небольшая глобальная карта, да, где мы куда-то дошли и какой-то ресурс взяли, а выглядит, так, что мы ходим по городу, по подземельям шляемся, и вот все то же самое находим, потом приходим, как в экшен-РПГ, или адвенчер, на рынок, и там покупаем тех же бойцов и двигаемся дальше. И если происходит стычка, например, как в любой РПГ, вы можете с каким-нибудь мудаком посраться из-за того, что он курицу вам не отдает, а вам его курица очень нужна. Начинается замес прямо посреди улицы, выходит стенка на стенку, а дальше начинается тактика. Правильно я описываю? Совершенно верно. А то ты там что-то начал, там... Вот, короче, так. Антон, ты профессионал, теперь... а я профессионал в другой области. Вот так теперь выглядит King's Bounty. И это, на самом деле, очень... такие необычные ощущения, и необычно много в игре видеороликов. Эй, горожанин, это твоя бочка? Не знаю, как вчера, а сегодня моя. Это не видеоролики, это катсцены. Катсцены, да, я имею в виду, что... Да, мы считаем, что катсцены — это важный способ подачи информации, это хороший способ подачи информации. Мы не хотим, чтобы игрок читал много текста, у нас все-таки игра не текстовая. Поэтому почти все у нас реализовано именно катсценами. Если ты говоришь с NPC, это катсцена. Если происходит какой-то сюжетный момент, это катсцена. Текстовый контент, конечно, тоже есть. То есть у нас есть такой некий флейвор, да, вот мы можем найти записки, в которых там в том числе упоминается наш герой, да, и то, что с ним происходит. То есть все это создает более интересную картину мира. Мы договорились с одним очень уважаемым человеком. Его Костянем зовут, если что. Он обещал дать нам еды, но вот уже который день, а никого нет. Для катсцен мы специально построили свою макап-студию, между прочим. Да, оговорочка, во всем футаже, который вы сейчас видите, у персонажей каменные лица, потому что их еще не записали. Вот только достраивается макап-студия, сейчас я правильно понимаю? Нет, макап-студия уже достроена. Перформанс лицевую анимацию мы пока просто не успели еще сделать. Лицевая анимация будет очень хорошая. Мы намереваемся использовать живые лица живых людей. То есть здесь вот неподалеку на проспекте Мира есть студия, где можно сканировать лица.
То есть будем сканировать актеров, там, сотрудников, тебя можем в игру вставить. Да, я всегда отвечаю на это «да». А мой интерес в этом есть? Конечно. Я найду, чем отблагодарить. Клянусь на всех 8 стихиях. Да, лицевая анимация будет хорошая, будут эмоции, будут движения губ, все будет хорошо. Чуть позже, буквально месяца через 2. Следил бы я за дворцовыми поставками, за воротами или еще чем-нибудь хлебным. Нет же, мне достались эти проклятые цистерны и городской акведук. А что с ним не так? Старый он, да еще и магический. Мало кто вообще понимает, как он работает. Значит, сейчас мы пойдем к человеку, который отвечает за все эти катсцены. Здорово. Здоров. Это Герман, как тебя полностью... Герман Рагимов. Герман Рагимов, это твое отдел, я так понимаю, людей, Да. которые без устали делают все эти... На самом деле, очень неожиданно увидеть, знаешь, в наших проектах обычно мало катсцен. Здесь их что-то до хрена, я бы сказал. Как так? И сколько тут людей? И сколько у вас катсцен будет? И вообще, почему вот так вот решили? Да, ну на самом деле, как уже Денис верно подметил, наша игра сюжетно ориентированная, ни разу не стратегия, и мы решили передать побольше эмоций. История у нас многообразная, персонажи у нас довольно глубокие, и было бы обидно передавать все это в текстовом формате, как в принципе принято у людей. Так случилось, что, грубо говоря, мы сделали несколько прототипов катсцен, посмотрели, что смотрится довольно прикольно с нашими технологиями мокапа, там всего вот этого. После чего, грубо говоря, мы решили нанять талантливых ребят и заняться непосредственно постановкой. Катсцен в игре будет очень много, будут несколько типов катсцен. Там те диалоговые катсцены, что ты видел, они собираются автоматически, там мы придумали алгоритм для этого. Но при этом мы очень жестко стоим на том, чтобы вся история сформировалась в один хороший такую компиляцию, как фильм, там, да, то есть, грубо говоря, там с полноценным, грубо говоря, саунд-дизайном, который пока ты еще не успел заметить, с полноценной лицевой анимацией. Ну да, там были ролики, в которых тоже вообще не не было успел. никаких звуков, поэтому да, еще рановато для этого. Да, еще рановато, но в целом, опять же, мы в катсценах будем учитывать и вариативность, которая вызывает выбор разных персонажей. Мы же будем учитывать и вариативность катсцен в зависимости от действий игрока. Также, помимо этого, разные концовки, грубо говоря, до пересечения персонажей по мере прохождения игры, чтобы было желание переиграть за другого персонажа. Иными словами, мы постараемся передать информацию таким образом, для того, чтобы получился один хороший, добротный фильм. Вариативный фильм, который близок к выбору игрока. Этим-то, собственно, мы и занимаемся. Анимация, как ты видишь, мы работаем с Motion Capture. У нас полноценная студия, позволяющая записывать многих людей единоразово, то есть там не по отдельности кого-то, а их непосредственно взаимодействие, удары, атаки. То есть, да, как вот правильно хотелось бы придерживаться принципа «больше показывай, а меньше рассказывай». То есть, грубо говоря, там, да, чтобы получился небольшой такой хороший сюжетный экшен. Надеемся, вытянем, грубо говоря, судя по твоему отзыву, все как бы нормально, но мы, опять же, это только начало. Потому что ты еще пока не видел, у нас в разработке там, и неимоверные эпические катсцены, то есть там, да, с существами, с фэнтезиями, все это. Это еще впереди, и опять же, грубо говоря, здесь необходимо набраться терпения, и мы к этому вернемся несколько позже, когда будем готовы показать. Крики, вопли вдали, потом ближе. Потом появились они. Вроде бы люди, но все в какой-то черной дряни. Нападали на всех без разбора, как звери. Ну, я бы сказал, что тут пока у вас без изысков, но неожиданно качественно для проекта, вот, который делается, грубо говоря, в Восточной Европе. То есть, ну, в моем понимании все на уровне. Ну, мы очень стараемся, на самом деле, как вот понимаешь, там, да, что школы как таковой в игровой индустрии нет, режиссура там немного особая, она отличается от кино. Мы быстренько сформировали команду из талантливых ребят, раскрываем, опять же, грубо говоря, потенциал некоторых людей, некоторые люди уже с опытом пришли. И моя задача в этом деле всем обеспечить целостность их стилистики повествования. И, грубо говоря, ребята работают, раскрывают свои творческие пожелания, начинания и прочее. Моя же роль в этом деле контролировать их техничку, для того, чтобы, грубо говоря, там оно подавалось правильно. Потому что в режиссуре всегда есть вводные кадры, есть там, грубо говоря, там, определенная синусоида повествования. Опять же, мы это все увидим в действии. Ладно, спасибо. Очень рад был познакомиться. Спасибо. Взаимно.
Ну, вот такое у нас первое знакомство с King's Bounty 2. Я поиграл, как я уже сказал, впечатления на самом деле разные. Понятно, что в игре на данный момент много чего не готово. В каких-то там кат-сценах нету звука, практически нигде нету лицевой анимации, потому что она еще будет делаться и так далее и тому подобное. Но первое впечатление вполне приятное. То есть вот эта экшен-адвенчер часть, она весьма красивая, на Unreal Engine все-таки делается. Да, герои еще как-то очень странно ходят, но говорят, это еще будут доделывать, переделывать. Бесполезно делать какие-либо выводы. У нас просто первое знакомство, продолжение легендарной игры. Надеюсь, вам было интересно. К этому проекту мы еще вернемся, особенно если будет с вашей стороны интерес. Вы у меня старички, должны, в общем-то, King's Bounty помнить и любить. Но пишите в комментариях, что думаете, стоит ли уделять этому проекту внимание. Если стоит, будем, в общем-то, делать всякое. Ну, а спонсоры канала получат уже сейчас расширенные версии интервью. Поддерживайте канал, смотрите дополнительные материалы, узнавайте больше всякого разного интересного. Переходите в соответствующий плейлист, читайте описание, смотрите, какие там ролики есть, и поддерживайте нас, вот, чтобы мы могли делать всякое такое, ездить спокойно к разработчикам и делать все больше и больше эксклюзива. Вместе сделаем много всего крутого. Ну а с остальных лайки, комментарии, колокольчики. Увидимся. Счастливо!